Привет, друзья! Кто со мной первый раз и только знакомится, меня зовут Андрей Пруцаков. Я практикую духовное выравнивание, духовное целительство, гармонизацию духа, души и тела. Помогаю запустить процессы самоисцеления, самопознания и осознанной жизни. Сегодня речь пройдет о волнах, которые мы запускаем в пространство. Формирование, материализация событий. Посмотрим на это со стороны духовной и со стороны практической, с точки зрения науки в том числе. Итак, поехали. Все энергетические видимые или невидимые процессы в жизни построены на законах природы, физики. Возможно, еще не все явления могут объяснить и доказать современные науки, но уверен, в ближайшее время нас ждут удивительные открытия, которые будут научно доказаны и обоснованы. А пока, принимая во внимание определенные факты и примеры из жизни, мы просто констатируем факт и говорим фразы, подобные этим. О, чудо! Это волшебство, удача, необъяснимое совпадение. Или сглазили, какое-то наваждение, черт попутал и прочее, прочее тому подобное. И раз уж мы заговорили о физических природных законах, то можем вспомнить тот факт, что большинство, если не все процессы в природе Вселенной имеют волновую структуру. Звук, свет, приливы, отливы, природные явления, вибрации, частота. В микро – движение электронов, атомов, в макро – движение планет, звезд, галактик. Перечислять можно долго. Даже наша с вами ДНК имеет спиралевидную волновую форму. Волны, которые мы запускаем, подобны кругам на воде от брошенного предмета, расходятся от каждого из нас в пространство. Какие это волны, какое качество, какой характер? Давайте поговорим про это. А начнем с простого. Звук и слова, которые мы воспроизводим. Звук – это всем известная из школьной скамьи физическая величина, которую можно измерить, увидеть, зафиксировать. Имеет ли влияние на нас звук и слова? Безусловно. Доброе слово лечит, воодушевляет, напутствует и наоборот. Злые слова могут иметь отрицательное воздействие на человека. Но само по себе слово пустое, без энергии состояние, которое оно передает. Прочитать стих, текст с выражением, передавая образы, состояния, чувства или просто машинальное чтение. Разницу, думаю, вы почувствуете, когда на сцене игра актеров заставляет забыть, что мы в театре или в кинотеатре, перенося нас в мир образов, чувств и созданной другой реальности. Как появляются слова? Логичный вопрос. Слова – это производная наших мыслей, образов. Логичный вопрос. А как формируются мысли и образы? Из состояния. А состояние – это как раз есть то, чем мы себя наполняем, напитываем. Что излучаем, то и получаем. Что в себя впускаем, чем себя наполняем, тем мы и становимся. И это формирует наше событие и нашу материальную жизнь, наше тело, морщины, осанку. Именно все простраивается изнутри наружу, из состояния. Я волнуюсь, сама фраза, да? Я запускаю волну. Я волнуюсь за тебя с тревогой. Или я уверена, у тебя все получится. Ты справишься. В любом случае я люблю и поддерживаю тебя. Слова матери к ребенку и в первом, и во втором случае это передача волн, чувств, образов и состояний. В первом случае
это волны со знаком минус, неуверенность, неопределенность, страхи. В другом со знаком плюс, уверенность, приятие и формирование позитивного сценария. То есть мы одновременно являемся и приемниками, и излучателями, как будто аккумуляторная батарея. Принимает, передает, принимает, передает. И только в нашей воле и силах фильтровать информацию, которую мы излучаем и которую мы впитываем, то, чем себя наполняем. Как это сделать? Развиваем позитивно-созидательное мышление. Юмор нам в помощь. Учимся отслеживать себя в моменте. А чтобы транслировать хорошее, созидательное, как уже говорилось выше, надо стать этим состоянием. То есть быть избирательным как в еде, так и информации, которую мы поглощаем и впитываем в себя. Как отследить и вовремя переключиться? Как делаю это я? Делюсь с тобой своим лайфхаком. Это чувствовать свое психоэмоциональное состояние в моменте. Приведу пример. Если в процессе взаимодействия с человеком, информацией или пространством нарастает беспокойство, агрессия, злость, чувство тревоги, подобные ощущения, состояния со знаком минус, это явный знак для меня, что пора свернуть с этой дороги в сторону света, переключиться, либо что-то предпринять. И если в процессе взаимодействия или после мое внутреннее состояние спокойно, благостно, хорошо, это сигнал для меня, что я получаю или получил качественный взаимообмен, как будто зарядился положительной энергией и теперь могу сам ярче светить и отдавать. И обращайте особое внимание на послевкусие от общения, просмотра, любого взаимодействия с кем или чем бы то ни было. Подытожим. Первое. Отслеживайте то, что вы и чем вы себя напитываете. Только в вашей воле ставить необходимые фильтра на прием и передачу. Второе. Отслеживайте то, что вы излучаете. Это как раз будет качественным следствием первого. Третье. Помните про закон подобного притяжения. Подобное притягивает подобное. Все в нашей жизни имеет причину и следствие, и случайности не случайны. Четвертое. Перестаньте осуждать и оправдываться. Благодари людей и обстоятельства. Учись задавать себе правильные вопросы. Вместо «почему это со мной?» спроси «чему меня это учит?». Пятое. Во всем учись замечать положительные изменения. И очень скоро жизнь начнет тебя приятно удивлять и радовать еще больше. Ведь ты и сам есть эта жизнь. Желаю себе и вам стать магнитом всего того светлого и счастливого, что наполнит и станет вашей здоровой, успешной и эффективной жизнью на благо себе и пространству, людям вокруг. До встречи!